Всем здорово, 3D-шники! Буквально месяц мы работали над своим мультфильмом, осталось не так много. Этот ролик я записал еще 2 недели назад, но тупо бы не успел смонтировать видосик. Но я обещал, и вот вам интерактивчик и новогодний выпуск для вас. Мы уже написали несколько сценариев на другие темы заработка и финансов, поэтому остается только смонтажить. Досмотри до конца. Собирали инфу по факту и по полочкам, так что я думаю, вам будет очень полезно. Ну и потому что в конце модели подписчиков. Поэтому приятного просмотра, что ли. Всем здорово, друзья! С вами Джон Кормилицын, и это первый ролик в цикле заработка для CGI-специалистов. Почему первый? Потому что мы готовим для вас сбор абсолютно разной информации по видам заработка, опираясь на мнение разных специалистов 3D-графики. Я прочитал все комментарии, которые вы отправляли на предыдущих видео, и каждый раз, когда я затрагиваю тему заработка в нашей сфере деятельности, многие себя принижают и твердят о какой-то, дешевизне и сравнивают зарплаты на заводе. Что? Что вообще? Причем тут сварщики? Я не психолог, поэтому на одной мотивации долго не вывезешь. А смотря на работы тех, кто ноет по поводу маленькой зарплаты, не удивляюсь, почему так происходит. Поэтому, может, реально лучше идти на завод, а? Сейчас я зарабатываю на заказах, в которых имеется рендеринг и анимация, и делегирую остальные заказы уже проверенным ребятам, которые работают в других направлениях. Сегодня же мы разберем, как зарабатывать на 3D-стоках и что там вообще происходит. Информацию нам помог собрать Евгений Третьяков. Ссылочку на его группу оставлю в описании. И да, оставляйте свои данные под постом в Телеграме, чтобы мы вас добавили в базу для заказчиков. Процесс у нас не быстрый, мы к этому идем. Только выписывайте обязательно свой реальный скилл, это очень важно, иначе я дам вам какой-нибудь крупный заказ, с которым вы просто не справитесь и окажетесь в жопе. Короче, погнали. Прежде всего разберемся, что такое стоки. Стоки — это площадки, на которых вы можете разместить свои работы и зарабатывать на их продаже. Система строится очень просто. Вы отрисовываете какую-либо работу, регистрируетесь на одной или нескольких платформах, подгружаете туда работу и затем ее будут покупать те, кому она потребуется в работе. Но кто те люди, которые будут покупать эти работы? Это могут быть художники, которым требуется выполнить какой-либо проект, но и они не хотят тратить время на создание определенных элементов. Анимационные или архитектурные студии с аналогичным запросом, либо же люди, которые покупают ваши работы для каких-либо своих целей. В частности, владельцы 3D принтеров. Очень часто киностудии закупаются готовыми моделями под авторское право, чтобы не тратить кучу времени на болванку этой модели. Если хорошо знать рынок, в некоторых проектах можно увидеть разные модельки от стоков, но это уже дикая насмотренность. Это что-то в стиле того, когда ты выходишь на улицу и видишь за место обычных зданий полигональные модели. Но здесь уже больше клиника, конечно. Стоки — это хороший способ развивать свою карьеру в 3D, если вы не хотите запариваться с поиском заказчиков, общением с ними или прочими вытекающими. В частности, это неплохой способ начать для новичков. Если ты начинающий художник и ты уверен, что твои работы могут пригодиться кому-либо из твоих коллег, то твоя дорога лежит именно на 3D-стоке. Здесь ты можешь раскачивать свой скилл, создавая различные работы и параллельно зарабатывать на них. Также этот вид заработка подойдет для уже опытных 3D-художников, которые по каким-либо причинам не хотят или не могут работать с заказчиками. Я думаю, таких большинство. Российский рынок до сих пор в непонимании, что такое 3D, и мало кто приучает заказчиков к большим ценам. Оттуда и получается, что многие спецы принижают себя и потом кукуют про заводы какие-то. Да. Вы можете выбрать тему, в которой вы наиболее экспертны, и продавать узкоспециализированные работы, что, кстати, пользуется спросом на подобных площадках. К тому же за годы работы наверняка у вас накопилось немало работ, которые вы можете выставить даже без предварительной подготовки и проверить, насколько этот способ заработка подходит именно вам. Ну и разумеется, понимая психологию многих людей в комьюнити, могу с уверенностью заявить, что многие из нас просто не переносят общение, согласовывание, правки, споры и прочие вытекающие при коммуникациях с заказчиком. И поэтому все, кто не любит форматы работы с людьми, добро пожаловать на стоки. Здесь вы будете полностью изолированы от подобного рода проблем. Ах да, и еще если вы альтруист и творите ради искусства, то здесь вы можете монетизировать свое хобби, ведь если оно будет приносить помимо удовольствия еще и деньги, то будет вдвойне приятней. Что-то в стиле NFT, только без инвайтов и оплаты входа. Хотя и NFT сейчас убирают эту тему, я этого ждал, прям очень сильно ждал, чтобы можно было запустить эту комнату вместе со всей этой движухой. В конце видео все уточню.
Теперь перейдем к одному из самых важных вопросов. Сколько реально зарабатывать на стоках? Как и везде, ваш заработок ограничен только вашим усердием, временными затратами и навыками. Но если отбросить лирику и перейти к цифрам, то средний заработок на стоках колеблется от 1500 до 3000 долларов. Новичок вполне может выйти на доход 500-700 долларов за полгода. Если же вы задерживаетесь на этом рынке дольше, то 2-3 тысячи долларов в месяц, уже в месяц, у вас будет гарантировано, но при определенных условиях, конечно. У мамонтов этого рынка оборот может доходить до десятков тысяч долларов ежемесячно. На большинстве стоков это открытая информация, и вы можете убедиться в моих словах сами. Цены на работу также варьируются от 5-10 долларов за работу до нескольких сотен, а в редких случаях и тысяч долларов, да. Опять же, все зависит от той ниши, в которой вы собираетесь работать, то есть в определенном направлении. Заходя на рынок 3D-стоков, сразу встает вопрос, что моделить? На этот вопрос каждый должен найти ответ самостоятельно. Я могу только дать 5 советов по тому, как понять, что востребовано. Первое. Используйте инфоповоды. Праздники, общемировые события, громкие скандалы и все в этом роде провоцирует интерес к себе. Используйте это для того, чтобы попасть в зону интересов потенциальных покупателей. Например, к Рождеству будут востребованы 3D-модели елок, гирлянд, такие персонажи как Санта-Клаус или Олененок Рудольф, либо же, если выходит какая-нибудь нашумевшая игра, как Киберпанк или Сталкер 2, то будут востребованы работы по ним. Здесь все ясно, погнали дальше. Второе. Вставляйте тематические лоты. Намного проще не угадывать настроение рынка и работать под какую-либо конкретную аудиторию. Например, вы можете создавать шаблоны для 3D принтеров для фанатов Marvel, Star Wars или Warhammer. Если у вас будет узкая специализация, то вы будете работать с уже сформированным спросом на какие-либо работы, что позволяет не париться по поводу анализа спроса, прогнозирования инфоповодов, ну и прочего. Да, здесь вы не сделаете овердохуя продаж на пике эмоционального скачка спроса, как, например, при инфоповодах, но зато стабильный заработок вам гарантирован. И плавно перейдем к третьему смежному совету. Выбирайте узкую специализацию, создавайте ассортимент работ по какой-нибудь одной узкой специализации. Возможно, у вас получаются крутые ландшафты или персонажи. Работайте и развивайтесь именно в этих направлениях. Если проанализировать топовых художников на стоках, то можно заметить, что все они имеют узкую специализацию в чем-либо. Это также еще обусловлено алгоритмами стоковых площадок. Если у вас все работы выложены под плюс-минус одинаковыми тегами, то при показе работ этой тематики преимущество будет отдаваться именно вам. Четвертое. Идите в вечные темы. Есть определенные категории, которые пользуются стабильно высоким спросом. Это может быть автотематика, текстуры, персонажей или интерьер. Список этих тем намного шире, но перечислять их все здесь просто тупо нету смысла, потому что здесь необходимо чувствовать тренды. И тут встает вопрос, а как понять, что эта тема пользуется стабильным спросом или, попросту говоря, вечная? И тут переходим к пятому совету. Используйте программы для аналитики спроса. Но это чтобы ваши чувства и ощущения превратились в настоящую аналитику. Самый простой способ, пользуется ли какая-либо тематика спросом или выходит ли она в тренд, это анализ поведения пользователей в интернете. Есть множество программ для подобного рода анализа, но мы рассмотрим две самые простые и наиболее грамотные из них. Это у нас Яндекс.Вордстат и Google Trends. Я думаю, вы о них знаете. Яндекс.Вордстат дает нам детальное представление о том, сколько пользователей ищут тот или иной поисковой запрос в абсолютном и относительном выражении. Не путайте со спросом, это всего лишь статистика по популярности, а спрос — это уже вытекающее. То есть вы строите гипотезу о востребованности какого-либо направления по его популярности в сети. Однако сразу оговорюсь, что это аналитика только по российскому рынку. И то, что востребовано у нас, не всегда востребовано в других странах и наоборот. И тут, чтобы окончательно подтвердить свою гипотезу, нам поможет Google Trends. Здесь вы можете посмотреть популярность поисковых запросов Google. Главное, не забудьте, что если вам нужно понять общемировую тенденцию, то нужно вбивать запрос на английском языке. Но вот что делать тем, у кого не получается? Идти на завод сразу не рекомендую, особенно тем, кто там не был. На сварщика тоже. Будете зарабатывать 100 тысяч, но жену и детей вам не видать. Но в будущем, либо сейчас, не знаю. Здесь есть три варианта. Либо вы начали работать, ждете быстрых результатов, а их нет. Либо у вас низкое качество работ, либо вы неадекватно завышаете цену на свои работы. Разберем все три пункта по порядку. Одна из главных ошибок всех, кто хочет работать со стоками, это ожидание быстрых результатов. Увы, вот здесь
здесь уже так не получится. Здесь вы по большей части являетесь коммерсантами. Вас ждет минимум 3-6 месяцев интенсивной работы, прежде чем вы сможете выйти на неплохой заработок в данной сфере. Очень хорошо подойдет тем, у кого мамка пашет на 3 работах, а вы можете зависать у компа сутками. Цените это время, потому что когда на вас нападут проблемы, что придется делать все самостоятельно, то у вас никогда не будет времени потратить его на ламповое проведение за компом с утра до утра. Многие начинают и сразу бросают, потому что не видят больших денег с первого дня, но здесь это работает накопительным эффектом. То есть чем больше вы работаете, тем выше ваш доход. Второе — это адекватно смотрите на качество ваших работ. Принимайте критику правильно. Закидывайте работы в наш чат и просите людей оценить вашу работу. Если люди вам говорят, что здесь что-то не так, задумайтесь об этом. Наше сообщество не токсичное. Просто если вы стоите на своем, просите критику и хотите, чтобы вам говорили только хорошее, то наверняка вы не выходите на улицу и не общались с людьми. У нас все честно. Если вы проникнетесь атмосферой, имеете чувство юмора, творческий человек, то, очень кайфанете. Аристократы, мимо, пожалуйста. Сейчас у нас только трактористы. Если вы работаете уже продолжительное время, а ваши работы не продаются, то существует вероятность, что ваш уровень качества просто-напросто не востребован. Работайте над своим скиллом, и тогда успех вам гарантирован. Ну а если первые 2 пункта не про вас, то скорее всего у вас будут очень большие проблемы с ценообразованием. Присмотритесь к тем, кто конкурирует с вами в вашей нише, и проанализируйте их цены. Если средняя цена по рынку на схожие с вашими работы $200, а вы выставляете за 2 штуки при примерно равном качестве, то, разумеется, никто их не будет покупать. И, конечно же, вопрос, который крутится у всех на уме. Если я выложу 10 тысяч работ, то смогу ли я всю оставшуюся жизнь жить на пассивный доход от них? Общаясь с теми, кто работает исключительно на стоках, могу определенно заявить: нет, не сможете. Без постоянного обновления ассортимента доходность падает в среднем на 1,5-2% каждый месяц с нарастающей тенденцией у среднего специалиста в данной отрасли. То есть через какие-то 2 года ваш доход упадет примерно на 40%. Вряд ли это можно назвать пассивным доходом. Однако есть и большой плюс. Вы можете спокойно уйти в отпуск на 2-3 месяца, имея заработок без ощутимых потерь в его объеме. Прежде всего, стоит отметить, что есть стоковые площадки, которые топят за эксклюзивность. Например, если Motion Array узнает, что вы размещаете свои работы еще где-то, то банит ваш аккаунт. Это сделано для создания эксклюзивности ассортимента на данной площадке. Однако, я думаю, лучше уходить от такого вида взаимодействия и выбирать несколько площадок для работы, ведь чем выше охваты потенциальных покупателей, тем выше вероятность того, что у вас купят работу. Какие плюсы есть в работе со стоками? Первое — это произвольный формат работы. Здесь вы можете сами выбирать, какие модели вы хотите делать. Здесь вы можете полноценно отдаться своему ремеслу и нарабатывать проекты, которые интересны именно вам. А уж на хороший товар покупатель найдется точно. Второе — это свободный график. В сравнении с работой на студии или на заводе, вы можете самостоятельно выбирать, в какое время работать и сколько работать. Да, ваш рабочий график вы определяете самостоятельно. Третье — это неограниченный заработок. Порог вашего заработка определяется только количеством ваших работ и спросом на них. Чем больше вы наработали ассортимент для продажи, тем больше продаж у вас будет. Это прямая зависимость. Четвертое — поработал, покушал. Не поработал, все равно покушал. Если сравнивать с иными видами заработка, работа на стоках позволяет получать доход, даже если вы решили устроить себе отпуск на несколько месяцев или у вас нет возможности работать по каким-либо причинам. И даже если вы решили переквалифицироваться на какую-либо иную деятельность, то у вас будет подушка на то, чтобы спокойно жить на период переквалификации. Пятое. Нервы в сохранности. Это, самый важный пункт. При прямых коммуникациях с заказчиками всегда есть конфликтные или спорные ситуации, а еще дедлайны поджимают, а согласование работы — это вообще отдельная боль. Что в целом выливается в неслабый такой стресс и, как следствие, проблемы со здоровьем. Что же касается стоков, то стрессовые ситуации здесь сведены к минимуму. Минусы. Первое. Кумулятивный эффект. Вам не получится в моменте выйти на огромные деньги. Чтобы получать приличный доход, нужно минимум
минимум полгода, а иногда и год. Однако при усердной системной работе ваши старания будут вознаграждены. Второе — это комиссия. За посреднические услуги сайты со стоками берут комиссию. Эта комиссия может варьироваться от 5 до 60%. Поэтому подходите внимательно к подбору сайтов, на которых планируете работать. Третье. Не все работы заходят. Вполне может так оказаться, что вы неделю безвылазно работали над проектом, вложили в него душу, время и что-то там обычно еще вкладывают. Ну и короче его не покупают. Грустно, досадно, но да ладно. Залетайте в группу к Женьку, он занимается этим достаточно давно. Думаю, сейчас начнет писать для вас интересные посты по этой теме. Наверное. Надеюсь, вы открыли для себя новый интерес, а для тех, кто ищет что-то другое, ждите следующий выпуск «Виды заработка на студиях». Залетайте к нам в Telegram-канал для того, чтобы найти пост, где вы можете выложить, во-первых, картинки во вдохновение, а во-вторых, модельки, которые вы отправляете лично мне в Telegram. В личное сообщение, в общем. Я закидываю вашу модельку ко мне куда-нибудь на стол, либо в интерьер где-нибудь сзади. Я думаю, что после Нового года я поменяю квартирку, куплю что-нибудь получше, постилизованнее и обустрою ее как-то поинтереснее. Самое главное, не очкуйте. Ваши модели — это, ну, типа, это ваше творчество. Не спрашивайте меня, понравилась она мне или нет. Это ваша изюминка. Я не знаю, все, что вы туда вкладываете, это что-то душевное. Возможно, скорее всего. С этого выпуска я запускаю оборот NFT-картин и помощь в продаже этих картин для вас, используя свою фантазию и бизнес-жилку. Видео на YouTube представляет возможность презентовать крутых ребят на бесконечной основе. Это видео будет находиться здесь всегда, поэтому вы уже будете в обороте истории создания метавселенной. С каждым новым покупателем искусства я буду оповещать о продаже в следующем выпуске как о самом авторе, так и о покупателе. После продажи своей картины я добавлю покупателя в таинственный куб, который откроется и покажет его название, которое постоянно будет находиться на доске трофеев. С каждым новым видео коллекционеры и художники смогут обмениваться информацией и создавать что-то совместно. Сейчас я представляю картину, которая находится на моем аккаунте Foundation, ссылочку оставил в описании. За покупку данного токена покупатель остается на видео в течение всего времени интерактива. Для того, чтобы обсудить рекламу вашего NFT, пишите мне в личку Телеграма. Возможно, о вас просто еще никто не знает.